Привет, друзья! Как вы уже знаете, на днях вышла первая анонсированная студией Ironhide и представленная в дорожной карте обновление Kingdom Rush Alliance, которое включает в себя 3 новых этапа, 2 новых героев и 1 новую башню. Но сегодня, друзья, речь пойдет не об этом. Как и любой новопредставленный или выпущенный на рынок свежий продукт, нуждается в дальнейшей доработке, балансировке и усовершенствовании. Это же касается и 5-й части Kingdom Rush Alliance, которая была представлена публике этим летом и является еще довольно сыроватой. На что, кстати, неоднократно в своих комментариях указывали игроки со всего мира. Реакция студии не заставила себя долго ждать, и уже с вышеуказанным октябрьским обновлением была проведена перебалансировка навыков и умений ряда персонажей игры, а также башен. Давайте же, друзья, детально взглянем на эти изменения. И начнем мы с Торреса, лучшего строителя Альянса и главного прораба Линерии. Во-первых, ему немного была увеличена скорость передвижения, что для танка и комплекции Торреса на самом деле довольно неплохо. Также, друзья, бафнули ему и ряд его навыков. Первый — это мужчины на работе. Уменьшено время восстановления способности с 25 до 18 секунд, а также увеличено здоровье юнитов до 50, 75 и 100 здоровья, соответственно уровню прокачки навыка, а также броня до 20%. Также, друзья, увеличен общий урон навыка Человек-демонтаж за счет сокращения времени срабатывания с 0,25 до 0,1 секунды. И, конечно же, не обошли стороной основной строительный навык нашего прораба – оборонительная башня. Длительность временной башни увеличена с 12 до 15 секунд, а дальность ее поражения с 150 до 160 с возможностью поражения минимального количества целей до 2. Но при этом сохранился основной, друзья, минус этой способности. Когда Торрес строит башню, он смещается с той позиции, где мы его оставили. И если за этим не следить, его не возвращать на прежнюю позицию, он может довольно сильно сместиться, что на самом деле временами немного отвлекает и бесит. Меня так точно. Гримсон, друзья, следующий персонаж, на которого также студия обратила внимание. И тут начнем с его второго по счету навыка, а именно внутреннего зверя. Теперь эта способность срабатывает, когда здоровье Гримсона опускается меньше 30%. Раньше этот показатель составлял 25%. Да, разница небольшая, но в борьбе с сильным врагом может сыграть далеко не последнюю роль. Также значительно увеличен в процессе преобразования дополнительный урон до 40, 60 и 80% в зависимости от уровня прокачки навыка. И восстанавливая теперь не 5, а 8% своего здоровья за удар на протяжении 10 секунд, на минуточку. Перезарядка навыка увеличена до 40 секунд. Гримсон неуязвим во время трансформации, и стоимость этого навыка также изменена. Теперь соотношение, друзья, прокачки 3-2-1. Бафнули один из моих любимейших навыков Гримсона. Это смертельные шипы. При использовании навыка, в зависимости от уровня его прокачки, теперь наносится 18, 38 и 58 истинного урона за каждый шип ближайшим врагам. Вот так поворот. И напоследок, друзья, время перезарядки навыка обновления плоти у Гримсона немного снижено до 38, 34 и 30 секунд, соответственно уровню прокачки. Немножко от разработчиков досталось и Бродену. В прямом смысле этого слова, народ. Чем Броден перед ними провинился, непонятно, но ему понерфили его скорострельное орудие. Теперь, используя пулеметы Гатлинга, он наносит 42-70, 70-112 и 112-154, соответственно, от уровня прокачки способности физического урона за более, друзья, короткое время. На 1 секунду меньше теперь калашматит врагов. Ну что ж, народ, с героями в принципе закончили, теперь давайте рассмотрим башенки. И начнем мы с вкуснейшей башни и в принципе довольно неплохой и дерзкой, это северные пивовары. Во-первых, увеличили скорострельность башни аж на целых полсекунды, народ, с 3 до 2,5. А во-вторых, уменьшили время появления Хальфгана тупого с 15 до 12 секунд. Вот так событие, ага. Также
друзья, обратили внимание и на нашу как бы старушечку базовую арту, а именно Триканон. Здесь увеличен урон башни на 4 уровне до 20-42 за бомбу, а также позаботились и о перегреве. Также эту функцию слегка подчистили и улучшили. И последняя в сегодняшнем списке, друзья, башенка, по которой тоже так немножко прошлись и обратили внимание, это эльфийский астролог. Во-первых, снижена стоимость прокачки башни на 3 уровень с 250 золота до 240, прикиньте, десяточка разница, а также уменьшен разброс урона, теперь он составляет 4-6, 10-15, 15-28, 25-46 в зависимости от уровня прокачки башни с 1 по 4. Но, народ, что я заметил и что интересно, это касается только первых 2 уровней. Урон на 3 и 4 уровнях прокачки остался прежним. А теперь о способностях башни. Время восстановления горизонта событий уменьшено с 25 до 24, 22 и 20 в зависимости от уровня прокачки этой способности. А также при использовании восходящей звезды немного, друзья, увеличено время оглушения с 0,25 до 0,5 секунд. Вот такие вот помидоры у нас касательно героев и башен. Ну и напоследок, народ, давайте взглянем, как при новом обновлении преобразились некоторые боссы, с чем на самом деле я абсолютно и полностью согласен, особенно учитывая, кого именно бафнули. Во-первых, это короля диких зверей, жиробасного Бибопа Гарри Гринда. Помните еще такого? Теперь он имеет 25% броню и наносит 120-160 урона. А было 80-120. Ну и во-вторых, конечно же, исправили, друзья, кого вы думаете? Все правильно, испорченного Динаса. Теперь он наносит 183-120 урона и атакует каждые 2 секунды. А было аж целых 2,5. Вот, друзья, такие вот основные изменения, которые произошли в Альянсе с новым обновлением. Играйте в Kingdom Rush, побеждайте врагов, и да пребудет с вами сила, генерал.